Всем привет! С вами вновь инженер электрики Кимов Игорь. Зрители в комментариях под прошлыми роликами просили подробнее рассказать о латре, который я использовал в тестах. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим принцип работы латер и как его можно использовать на практике. Ссылки на ролики я дам в описании. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Латер расшифровывается как лабораторный автотрансформатор регулируемый. Автотрансформатор – это вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотка объединены, за счет чего он имеет как магнитную, так и электрическую связь. Автотрансформатор обычно имеет несколько выходов, подключаясь к которым можно получить разные электрические напряжения. При этом первичная и вторичная обмотка гальванически не развязаны. Это стоит учитывать при безопасности работ с автотрансформатором. Латер – это разновидность автотрансформатора. В нем выходное напряжение регулируется плавно за счет щетки, которая движется по виткам автотрансформатора. От положения щетки зависит выходное напряжение. Обычно латер имеет еще обмотку вольтнадбавки. Это позволяет ему на выходе получать большее напряжение, чем на входе. Обычно точность регулировки выходного напряжения в 1 вольт. Диапазон регулировки от 0 до 300 вольт. Данный латер соответствует всем данным характеристикам. Имеет свой электронный вольтметр, который довольно точно показывает напряжение. Он имеет мощность 1000 вольт-ампер, но лучше выбирать латер по выходному току, что для этого латера составляет 4 ампера. Заявленная мощность латера определяется при диапазоне регулировки, близкой к номинальному напряжению сети. Если у нас на выходе 100 вольт, то номинальная мощность будет уже 100 вольт умножить на 4 ампера. В результате выходная мощность у нас уже будет 400 вольт-ампер. То есть, в первую очередь, смотрите на выходной ток латера. Латер имеет ручку регулировки напряжения, которую можно снять, открутив два винта плоской отверткой. Под ручкой есть шкала, по которой можно приблизительно определить выходное напряжение. Эта шкала нанесена под входное напряжение 220 вольт. Например, у меня стандартное входное напряжение 230 вольт. И нужно вносить коррективы при ориентировке на эту шкалу. Сама шкала крепится 4 винтами. Если мы их открутим и снимем эту шкалу, то получим доступ к подвижной щетке автотрансформатора и можем почистить поверхность обмотки, по которой щетка ходит. Но предлагаю вообще снять весь корпус автотрансформатора, открутив винты снизу. Сняли корпус латера. Видим, данный латер имеет довольно массивный тороидальный сердечник, на который намотана обмотка в один слой. Он имеет входные клеймы и выходные клеймы. Одна входная клейма и выходная соединены между собой перемычкой. Это ноль автотрансформатора, и на него следует подавать нулевой провод. Также с него идет провод на начало обмотки. Второй входной вывод подключен к середине обмотки. В результате вся обмотка делится на основную обмотку и обмотку вольтнадбавки. За счет обмотки вольтнадбавки данный латер позволяет повышать напряжение. Из 220 вольт он делает 300 вольт. Так как у меня в сети 230 вольт, то он поднимает напряжение до 315 вольт. Сам вывод автотрансформатора подключен к подвижной щетке, которая двигается по обмотке автотрансформатора и меняет выходное напряжение. Обращаю внимание, что верхняя часть обмотки отполирована и закреплена клеем, для того, чтобы во время работы автотрансформатора обмотки не смещались. Сама полировка позволяет уменьшить стирание графитовой щетки, и эта щетка меньше искрит при движении. Сама же щетка снабжена радиатором, чтобы она не перегревалась при работе.
Также к входному и выходному выводу подключен вольтметр, который снабжен подсветкой. Он довольно точно показывает напряжение в сети. Это точность в районе 1 вольта. Так что ему можно доверять при регулировке напряжения. Данный автотрансформатор нужно периодически обслуживать. Его следует пылесосить от пыли и графита, что осыпается при работе щетки. Этот графит может накапливаться между витками автотрансформатора и делать межвитковые замыкания. Сама же поверхность, по которой двигается щетка, темнеет от искрения, и в результате искрение становится еще больше. Чтобы почистить эту поверхность, достаточно использовать обычную стирательную резинку. Для чего можно использовать данный латтер? Во-первых, для тестирования таких устройств, как реле напряжения или стабилизатор напряжения. Такие ролики у меня есть на канале. Ссылки найдете в описании. Во-вторых, для питания самодельных устройств с переменным напряжением. При желании можно еще к латтеру подсоединить диодный мост с конденсатором. Тогда можно его использовать как источник изменяемого постоянного напряжения. Это постоянное напряжение следует измерять отдельным прибором. Постоянное напряжение на выходе выпрямителя будет отличаться от значения переменного напряжения на входе. В-третьих, его можно использовать для регулировки оборотов двигателя электрических инструментов, таких как болгарка или лобзик, когда последние не имеют своего регулятора. На выходе латтер чистая синусоида. Это полезно для двигателя. При этом стоит следить, чтобы не перегреть сам двигатель болгарки и чтобы не дать на болгарку ток больше, чем на который рассчитан латтер. В-четвертых, думаю с помощью латтера сделать станок для резки пенопласта. Но тут свои особенности. Скорее всего, нужно будет еще применять понижающий трансформатор. В-пятых, латтер можно использовать в различных опытах с электрическими цепями. Собственно, это и есть его основное предназначение. Давайте испытаем латтер с помощью обычной лампы накаливания. Поднимаем напряжение. Обращаю внимание, начиная с 30 вольт, уже лампочка начинает светиться. Поднимаем напряжение. Она светится все ярче и ярче. На уровне 230 вольт она уже светится в полный накал. Давайте поднимем еще напряжение. Обращаю внимание, на уровне 315 вольт лампочка еще не перегорела, она продолжает светиться. То есть обычно лампочки перегорают не из-за того, что повышенное напряжение, а именно из-за скачков напряжения. Особенно, когда происходит включение света. Возвращаем напряжение на 220 вольт. Чтобы не перегорали лампочки накаливания и галогенные лампы, существуют специальные схемы запуска, которые плавно включают лампу. Тогда эти лампочки служат дольше. Также с помощью латтера мы можем определить, у нас диммируемая светодиодная лампочка или нет. Также начинаем повышать напряжение. На уровне 90 вольт начинает светиться. Повышаем напряжение, и лампа начинает светиться все больше и больше. На уровне 140 вольт она светится достаточно ярко. Повышаем еще напряжение. Обращаем внимание, что лампочка сильно яркость не изменяется. Даже если мы повышаем напряжение до максимума. Возвращаем напряжение на номинальное. То есть внутри этой лампочки стоит стабилизатор тока, что ей позволяет светиться одинаково даже при изменении входного напряжения. Если бы лампочка была не диммируемая, она бы вначале начала мигать, а потом стала светиться. В нашем случае, в зависимости от входного напряжения, освещенность лампочки меняется. Я собираюсь делать еще и другие опыты с этим латтером. Можете предлагать свои предложения по опытам. Если они понравятся, то я сделаю ролик по ним у себя на канале. Если остались вопросы, задавайте под роликом. И скажите, насколько вам понравился данный обзор.
Поддержите ролик лайком и репостом. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых роликах.